Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Спасибо, что участвуете в обсуждении в комментарии. И, конечно, не забывайте ставить лайк и подписываться. Александр Лазарев на связи прямо сейчас, политолог. Александр, приветствую вас. Приветствую. Такие очень сложные времена. Действительно, там события просто бьют ключом. То там в Кабмин прилетает, то тяжелые военные трагедии, то дроны залетают в Польшу, то политические убийства в Соединенных Штатах Америки. И все это такая компрессия настоящая, скажем так, нагнетание. И кажется, что где-то должно прорваться. Ну вот прорвать вот этот, скажем так, кожух. Но видим, что прорывается как раз-таки в самом большом, не тонком месте, а в самом большом. Мир изменился, и мировой порядок попран. Если кто-нибудь бы сказал, например, когда 2 года назад начиналась вся эта история с Израилем против Хамас, что Израиль будет бить по Катару, конкретно по их территории, наверное, покрутили бы пальцем у виска и сказали, что, ребята, вы о чем? Ну и, понятное дело, скажем так, ожесточенное противостояние условных там глобалистов с республиканцами, там левых против правых. В общем, на самом деле мы в какой-то такой очень серьезной находимся эскалации вообще событий. Однако война не заканчивается. И вот я хотел бы вот с этого начать. Кажется, к войне все привыкли. Кажется, что какие-то мировые события вот уже ничего не может остановить, все идет своим чередом. Или это только кажется? Что вы думаете? Вот много событий, в которых, внимание, украинская война уже потерялась, а дальше больше? На самом деле, да, мир действительно изменился, и отношение людей к миру поменялось. То есть люди очень быстро адаптируются к новым реалиям. Мы это увидели по ковидным временам. То есть, когда были массовые ограничения, там, выезда за рубеж, масочный режим, дальше внутренние ограничения в разных странах по-разному. В Украине они были, конечно, не такие сильные, как, к примеру, там, в Китае, да, эти ограничения были, как в некоторых странах Запада. Вот. Но, тем не менее, люди адаптировались, привыкли, что нужно носить маску, выходить можно там в условные места, собираться массово нельзя, приняли это за норму. То есть нормализация произошла, сокращение базовых прав. Потом война. Ковид все забыли. Война изначально в первые дни это был шок. Ну, лично для меня и для многих, я думаю, для вас, для зрителей. Мало кто ожидал этой войны. Все считали, что это нереально, невозможно. Да? Только, ну, лишь там отдельная группа людей знали об этом, которая во власти находится, и то не все. Более того, депутатский корпус был не в курсе, то есть знали там на высших уровнях власти. Вот, но тем не менее, да, ну и радикальные там политики, радикальные элементы, они с этого, ну, как бы получали определенный гешефт, они понимали, что у них будет расти поддержка, реноме, возможность заработка и прочее. То есть, и это стало нормой для людей. Я, ну, сейчас грубо, конечно, говорю, да, понятно, что война, смерти людей не могут стать нормой, но привычно. То есть, уже все привыкли, что третий год в Украине идет война. Более того, люди в Киеве начали привыкать, ну, в Киеве это условно говорю, да, по Украине начали привыкать к тому, что работает сирена, летят беспилотники. Ну, не попалось, слава богу. Потом пошли, в общем, в ресторан сходили, кофе попили, пообедали. То есть, жизнь идет, невзирая на всякие недочеты. Хоть здесь они не мелкие, а глобального характера. И на фоне этого, да, вот на фоне трехгодичной войны в Украине, кризисы, которые происходят там с политическими убийствами, например, как это было в Соединенных Штатах Америки вчера, действительно вопиющий случай, там видео даже было жесткое. Вот, политика, там, сторонника Трампа застрелил какой-то человек, да, еще его вроде как не поймали. То есть политический заказ до военное время, наверное, это вызвало бы бурю просто негодования и эмоций, как так. Но
после того, как каждый день, например, да, там погибают люди, я сейчас имею в виду бурю негодования среди украинского там зрителя, да, обывателя, не среди американского. Я не исследовал, и да, сейчас, в принципе, нет еще пока данных, как там американцы на это отреагировали. Вот. Именно среди украинского, ну да, убили там, ну пожилая там новость, ну день поживет, ну может быть полтора-два, если ее будут там подогревать, раскручивать. И все, и люди пошли дальше. Ну вспомните, казалось бы, в первые дни войны там Киреева, да, в центре Киева, да, члена переговорной группы, человека, связанного с ГУРМО, приговаривает другая спецслужба украинская, то есть там не российская, да, не какая-то западная, украинская. И более того, там глава ГУРа выступает, говорит, да, это наш человек, его ликвидировала конкурирующая фирма, простите за выражение, и это нормализуется. То есть это воспринимается как, ну да, война идет, вот какие-то там разборки. Какое количество людей не найдено, да, с первых дней войны, потому что их кто-то посчитал, сосед, как там в 30-х годах, написал, что он какие-то кружки рисовал на доме, да, либо метки ставил. Но это же безумие было в начале войны. И действительно некоторые верили, что ракета летит туда, где кружок нарисован. Ну, дичь полнейшая. Но люди в это верили. Почему верили? Не из-за того, что люди там глупые, из-за того, что эмоции захлестывали, паника была. И в этой панике пытались найти какие-то ориентиры. А вот нехорошие ребята, негодяи, да, выступали и говорили, да, у кружок нарисовал, вот так вот ракеты летают. И люди просто не могли рацио собрать до кучи и верили во всю эту лабуду. А некоторые пользовались этим. Ходили там в гости, да, в гости это я мягко выражаюсь. Квартиры обворовывали, некоторых их жизни лишали, потому что кто-то сказал, что это там какой-то сепаратист, он что-то фотографирует, он там агент, да, либо не агент. Это все мы видели. Более того, многие из наших коллег на своей шкуре это все прочувствовали. Суть даже не в этом. Я веду к тому, что происходит определенная нормализация. Украинский обыватель уже нормально смотрит на общемировую ситуацию, особенно на какие-то яркие там признаки нарушения нормы общепринятой когда-то. В мире, да, вот, например, сейчас там во Франции происходят массовые протесты, полиция там столкновения с протестующими. В Украине на это вообще никак не смотрят. Потому что в Украине женщины вышли 1 августа на протест в Виннице, да, чтобы мужиков отбить. А вот буквально пару дней назад им принесли уже повестки по... Причем там статьи такие, что тянут, ну, около госизмены гуляющие. Там разглашение позиций ВСУ, да, там, ну, чуть ли там не фотографии, не работа на Россию. А там же ж можно пришить эту тему очень быстро, там доказывать не надо. Вот, то есть вот они там мешали вооруженным силам Украины, они еще и там расположение издали, ну все. А если туда прилетело, ну так это все, можно сразу пришивать, что они координаты отправили. А если не отправляли, так они туда пришли, это значит такая наводка была. Ну, вы же понимаете, было бы желание, да, и был бы человек, а статья всегда на него найдется. Поэтому мир действительно погрузился в некий хаос, да, вот мы отошли от той нормальности, которая была нам привычна в году 19, потому что я говорю, что вот с ковида это все началось. Это не конспирологическая теория, я имею в виду, как люди начали просто переустраивать свой быт и привыкать к процессам, которые, ну, из ряда вон выходящие. А куда идет война? Вот сейчас. Мы видим, и это тоже определенная грань того, с чего мы начали, да, с вот этой новой нормальности в мире, причем на геополитическом уровне, на уровне политическом внутри стран, в Украине так тем более. Ну вот смотрите, собираются леди и джентльмены, первые леди и первые джентльмены в воюющей стране. Все по классике. Приезжает там президент Финляндии Ступ, который играет в гольф с Трампом, поэтому он уважаемый человек, который может нести околоисторическую околесицу, и никто его, в принципе, не одернет. А почему? Потому что одергивать некому. Мы послушали главу дипломатии недавно, Каю Каллас, да, которая тут в шоке была от парада в Пекине и о том, как переписывают историю Второй мировой войны.
переписывают историю Второй мировой войны, отпраздновав, ну, понятно, там это победа над Японией, и вот эти даты, 80 лет, когда Вторая мировая закончилась, а у нее в голове вообще все перепуталось, да, потому что там выросла-то она в коммунистической партийной семье, то есть она знает, что такое Великая Отечественная война, 100%, да, но это же четкое отрицание бросило ее в другую сторону, в общем, не суть. Приехал Ступ, все началось традиционно с поклона вот этой, ну, скажем, в центре города, да, возле Софиевской площади, вот там, да, то есть возле МИДа, возле Майдана, то есть центр Киева, примерно мы понимаем, да, где расположена вот эта аллея героев, Ступ, кланяется аллея героев, параллельным курсом идет вот этот вот симпозиум. Понимаете, просто я не могу понять целей. Вот целей не могу понять. Нет, конечно, большая гуманитарная работа по факту положена первой леди и, соответственно, там всем остальным леди и джентльменам, которые там... Это образование, это какие-то проекты, это какая-то вот благотворительность, это какие-то вещи, которые... Но война идет, а такое ощущение, что войны нет. Поэтому и задаешься вопросом, так а куда идет эта война? Вот смотрите, к войне привыкли, но она идет. Но она идет куда? Как Зеленский говорил, да, пока Путин не оккупировал всю Украину, мы побеждаем? Начну с первых леди и леди, не знаю, как правильно их назвать, короче, мужского пола, да, присутствующих на этом празднике жизни, а точнее больше на цирк похоже, потому что действительно во время войны, когда говорят о какой-то безопасности, о налетах, они приезжают, там фотографируются, улыбаются, откушивают вкусную пищу, потом снимают видео, проводят саммиты. На этом отмываются государственные деньги. Это же, представьте, организация на каком уровне должна быть, какое количество должно задействованных людей и структур быть, и международных, и внутриукраинских. Ну, в общем, есть чем заняться. Да? Вот когда говорят, некоторым животным нечем заняться, они что-то делают. Вот когда заканчивается идея во власти Зеленского, они начинают придумывать всякие форумы. Ну, в данном случае форум первых ледев. Вот, раньше я о нем не слышал, по крайней мере, там до войны, да, ну, не было прям такого же. Мне, может, он и проходил, я просто не обращал внимания, потому что на него, наверное, так не обращали внимания, как сейчас, не так сильно пиарили. А так это событие, то есть какое-то очередное событие, о котором можно интерпретировать с точки зрения власти Зеленского, что его поддерживают. Во-первых, это повторная легитимизация, показывают, понятно, что президенты, там премьеры не приехали, но их вторые половинки, вот, или третьи, да, как у кого вот поприезжали, и вот показывают, выражают общую поддержку там совокупного Запада, хоть он давно уже не существует в совокупном виде, в этом единении, да, и вот они там что-то делают. За это получают определенные плюшки. Я не удивлюсь, если по окончанию войны, когда будут расследования коррупционных схем, они будут, потому что и американцы этим займутся, когда власть Зеленского станет полностью чемоданом без ручки, и надо будет как-то аргументировать, почему их слили так безбожно, и бриты потом подключатся, то мы найдем очень много интересных фактов, да, что все эти саммиты организовывались, и там каждому не в конверте, простите, в конверт такие суммы не влазят, а в чемодане давали наличку там, в подарок, да, в виде открыток, как это было с голливудскими звездами. Сначала ж какой шум и хай был. Вот с Голливуда все приехали, все поддерживают. Это их воля. Не боятся приезжать в города, которые находятся под обстрелом. А потом американцы публикуют, оказывается, тому 2 миллиона долларов, тому 5, тому еще сколько-то выделили. То красивая история получается. А эти миллионы долларов, они откуда пошли? Из кармана украинских налогоплательщиков, в первую очередь, да? Ну, либо из кредитных денег, которые потом вынуждены будут отдавать украинские налогоплательщики в том или ином виде. То есть все эти саммиты, они ничего общего не имеют с какой-то поддержкой, это просто замещение вот реальных действий какой-то медийной картинкой. Умеет ли это делать окружение Зеленского? Да, я уже за какой же 7-й год, когда они при власти, да, я уже заметил, что они вот в этом мастера. Во всем остальном, да, в госуправлении, в дипломатии,
ну, наверное, по нисходящему тренду можно их оценивать. Они до нуля не дотягивают. Что касается войны, куда идет война? Ну, если так дальше продолжится, а я, к сожалению, вижу, что мир не на часе, то есть никто его сейчас не пытается не педалировать, не решать, не идти на уступки, не собирать какие-то действительно важные встречи, обсуждения. Мы же слышали про меморандумы, но мы не слышим, что их обсуждают, что над ними ведется работа. Да, там какие-то заявления где-то отдаленные, абстрактно звучат, причем они звучат со стороны России и Америки. Ну вот между Россией и Америкой я не сомневаюсь, что там работа ведется, работа серьезная, планомерная, они знают, чего хотят. Но вот Украина здесь где, в каком месте? Потому что там Путин заявляет, что Турция хорошая площадка, Эрдоган вот такой вот президент, работа ведется, мы готовы повысить уровень делегации. Потом Зеленский выступает, говорит, приезжай в Киев, тогда мы с тобой перетрем, да, а дальше уже там делегации повышаем, не повышаем. Но мы же понимаем, что в дипломатической плоскости подобные финты не прокатывают. То есть это невозможно. Путин не приедет в Киев, Зеленский не приедет в Москву. Это значит, что такой обмен политического юмора был, да, только с точки зрения России, Россия может в долгую себе позволить обмениваться политическим юмором, тем более с учетом того, как складываются обстоятельства на геополитическом уровне. Но вот Украина не может себе позволить. И в интересах Украины, но я разделяю интересы Зеленского и интересы Украины. Я сейчас говорю про интересы Украины. Было бы выгодно и архи необходимо здесь и сейчас начать этот процесс приостановки боевых действий и окончательного мира. Но для этого необходимо будет решить массу фундаментальных вопросов, которые при власти Зеленского нерешаемые. Поэтому куда идет война? Война будет усугубляться, количество смертей, увы, будет расти, количество территорий будет, увы, сокращаться. Вот, вопрос там, ми зберегли державність, как любят сейчас говорить там во власти Зеленского. Так вот, державність они как раз таки потеряют. Потому что будет, не помню, в каком-то из ваших эфиров, то ли Арестович говорил, да, там, одна мова, одна область, как-то так, да, шутил. Ну вот реально к этому оно может и прийти. Если курс не поменяется, если подходы не изменят, вот эта проблема может быть действительно такой. Если сравнивать реакцию, ну вот смотрите, мы же видели там в Париже саммит, да, и так далее. Сейчас у нас на повестке вот этого мирного трека, ну условно мирного, я с вами соглашусь, что ну пока этим не пахнет. Даже вот это вот политическое убийство Кирка, ну как бы человека, несущего ценности, работавшего со студентами, сторонника Трампа, да, и, ну, в общем, это тоже ведь сбивает вот эту всю историю, то есть уходит вообще Украина на другой план. Но тем не менее мы же помним, что Трамп говорит, скоро созвонюсь с Путиным. В Москве пока не комментируют, говорят, ничего не знаем по поводу там, ну, если надо, то хоть час, за 5 минут организуем этот разговор, то есть вообще не вопрос. Но пока, в общем, никто это не анонсирует. То есть Трамп выбрал вот эту модель. Я вот сейчас там позвоню, дам 2 недели, а вот завтра я скажу то-то, а вот здесь у меня будет заявление, а вы сейчас все узнаете. То есть это понятно, что нам продают. Ну, стиль такой, политика, да, продают завтрашние какие-то новости. Но новости-то идут сейчас, вот сейчас. Если сравнивать отношения, а мы теперь можем констатировать, кстати, пока тут все ахают и охают по поводу разных, скажем так, событий, которые переполняют информационное пространство, все понятно. Украина отдана на обеспечение Европы. И, о чудо, наконец-то, как бы уже в плане военном западная пресса пишет о Европе. В Германии гудят сирены. Эти сирены как бы готовят население, ну, тестируют систему оповещений. Что должно лететь, вообще непонятно, да, но протестировали. И быстро-быстро выделяют полякам деньги. 43 миллиарда, на, Туск, держи. Ты у нас, получается, стена наша, то есть на тебя все летит. Параллельным курсом там учения Запад 2025 позакрывали, ну, скажем так, восточные границы,
прибалты и поляки, да, там теперь не летают самолеты, тоже что-то новое, то есть, да, украинцы, которые привыкли жить вообще с закрытым небом, если увидели в небе что-то пролетело, и если это не военное, так это вообще в диковинку соцсети распирает. Получается, если сравнивать железного дикобраза Украину с Польшей, то Польша какое животное? Бобр получил. Не знаю, какой еще. А, Но если серьезно посмотреть на эту ситуацию, то, ну, действительно, версии были, ну, такие прям из ряда вон выходящие, на голову не налазили, потому что сразу заявили, да, ну, в Киеве заявили, что Россия преднамеренно начала запускать беспилотники в сторону Польши, и теперь необходимо Польше вместе с Украиной создать общую систему ПВО. То есть Зеленский сразу же использовал ситуацию для того, чтобы объявить и напомнить коллегам о том, что не хватает для Украины систем ПВО. До этого ж выступал на Рамштайне, эм, с головы вылетел, господи, министр обороны действующей Украины и Шмыгаль. Шмыгаль, да. Шмыгаль. Забыл я его очень быстро. Вот, выступал и говорил, что 10 систем Patriot необходимо Украине выделить. То есть та же песня, да, пошла, и Зеленский начал дальше ее раскручивать, ну, уже к привязке к полякам. Вот, версии были прям дикие, да. Ну, сначала говорит, что Россия специально закинула эти беспилотники. Потом появились версии, некоторые российские эксперты сказали, что это Киев запустил беспилотники, чтобы создать провокацию. Потом очень долго ждали ответ, официальный ответ Кремля. Официальный ответ Кремля сослался на Министерство обороны. Еще там полдня, в общем, ждали ответ Министерства обороны. И те сказали, что нужно разбираться, но, условно говоря, никто специально туда не отправлял. Если надо, комиссию созовут между Министерством обороны России и Польши, и уже на этом уровне пообщается. Но сказали потом и белорусы, что это был рэп, да, то есть как бы, ну, официальная версия пока звучит вот более правдоподобно и логично, что летели беспилотники, из них некоторые класса Герберы, которые там для фантомных целей, и их рэп как-то отклонил. Но и теперь вот как бы на логику, если это так, а скорее всего действительно там сработали рэбы, то первые две версии, они ну как минимум, да, не имеют никакой логики. Если бы Украина там хотела как-то направить, то она специально рэбом, ну, мне кажется, тяжело бы это было сделать, чтобы специально рассчитать и использовать рэб, чтобы эти беспилотники сбились с курса и именно полетели в Польшу. Я, конечно, не военный эксперт, но пока мне сложно в это вериться, да. Может быть, там зрители поправят, кто понимает. Нет, тут Вот. мы помним непонятный беспилотник, который залетел в Чернобыльскую АЭС. Ну да, бывало такое, конечно. Тоже какая-то странная история была. Ну, тем не менее. Да, ну пока, ну то есть я имею в виду, что вот Россия сказала, что это рэп. Да, если бы Россия сказала, что это вообще не российские беспилотники, тогда можно было бы как-то эту версию там обкручивать, да, что откуда они вылетели, а что они туда полетели, а могла ли это быть провокация, вот, и прочее, прочее. Ну, звучала версия такая. Значит, тогда версия с тем, что это кто-то специально их запустил, ну, наверное, отпадает. Если бы Россия хотела атаковать Польшу, то, наверное, туда бы летели не герберы. И даже, да, там не эти, не герани, не шахеды, или как их там не называть. В общем, короче, летело бы туда что-то более серьезное и не просто в поля где-то под Варшавой, а конкретно там по Жешеву могло лететь. Ну, то есть какие-то стратегические объекты, которые являются логистическими центрами в передаче оружия для Украины, и это было бы логично и оправдано. Но этого не было. Вот, поэтому я лично делаю вывод, чисто на логике и на озвученных фактах, потому что здесь что-то просматривать пока тяжело, да, там чуть скрытое. Не, можно конспирологию, конечно, выстраивать, но я не сторонник этого. Что, наверное, имело место быть, действительно работать радиоэлектронной борьбы, и беспилотники там сбились с курса. Но как поляки гордо эту тему подняли, там Туск выступил, ну, с такой речью, как будто, я не знаю, там баллистические ракеты падали, и польская авиация героически их отбила, и ни одна ракета там не нанесла никакого ущерба. Более того, участвовала авиация Нидерландов, там чуть ли не все НАТО впряглось. Потом отдельные политики начали заявлять польские, как же, подписали США
договор о безопасности, твой ход Трамп, давай-ка ты включись в борьбу. Ну, начали вот откровенные представители партии войны европейской, начали эту ситуацию использовать для того, чтобы спровоцировать Америку. Выглядело это максимально глупо и максимально по-детски, потому что, понимая позицию Трампа, и даже если бы полетела туда баллистика, и не рэбом отклоненная, а специально наведенная там по аэропортам Жешува, да, и даже если там полезная нагрузка была бы, носила в себе максимально там разрушающий характер, то американцы все равно бы не впряглись за поляков, не вступились бы и не втянулись бы в войну. Потому что сейчас, стратегия другая у США, ни одно западное государство не хочет развязывать глобальную, я имею в виду западное государство в виде Соединенных Штатов Америки, да, вот в виде там Франции, в виде Британии, они готовы подстрекать, готовы делать прокси-войны, готовы участвовать деньгами и давать даже парабеллум, да, но никто не готов участвовать своими силами вооруженными и втягиваться в конфликт напрямую, потому Нет, что ну все... смотрите, ну ресурсы-то колоссальные выделяются. Вот мы же могли... Что показало это, ну, этот залет беспилотников? Вчера об этом писали, но вчера как-то скромнее. Сегодня цифры увеличились. Там вообще Бильд пишет немецкий, что 1 200 000 евро вообще нужно было, чтобы эту атаку отбить. То есть всю тему перевели в деньги. В деньги. Конкретно, вчера там это было другие суммы, сегодня вообще в целом это 1 200 000, какие-то непонятные там, да, залетевшие случайно, не атаковавшие, как вы правильно сказали, там что-то на территории Польши, и такая цена. То есть становится дороговато. Ну вот дороговато становится европейцам. Или мы говорим о таких порядках сумм, которые, ну давай, это для украинцев может дороговато, да? Понятно, что украинцы там 10 или 19 дронов не сбивают за 1 200 000, а они могут себе позволить. И тут как бы мы смотрим и всячески как бедный родственник пытаемся подсесть за этот стол, мол, давайте я вам дешевле это мясо пожарю, давайте вот я дешевле могу, я вот могу вот и вкусно точно так же будет вам. Но они привыкли к своей кухне. Не получится ли, что эта атака как раз-таки наоборот оттолкнет Украину от Европы, и никто за нее вообще, и, ну, скажем так, и браться не будет. И, внимание, Зеленский окажется вообще в уникальной ситуации, когда Трамп говорит, пошел вон, иди давай договаривайся. Европа говорит, не-не, Владимир, сори, гудбай, Владимир, гудбай. Может быть такая история, и действительно это может негативно сказаться и на поддержке, потому что, ну, если сбивать дрон там копеечный, который несколько тысяч долларов стоит, сбивать ракеты за 400 тысяч, да, евро, то, ну, так и ракет не напасешься, и денег не напасешься. Если это 12 дронов залетает, то, конечно, можно себе позволить пульнуть такими ракетами и поднять авиацию двух стран НАТО для того, чтобы сбить. Вот. А если вот представить ситуацию, я считаю, что ее не будет, но гипотетически, да, в каком-то там воображении, да, в теории, что полетят туда не 12 дронов, а полетит что-то серьезное, то, ну, не получится у них тогда ни сбивать, ни защищаться с такими методами защиты, к которыми они привыкли. Я думаю, что Зеленский должен им передать батальон, вот, либо лучше дивизию, наверное, бабушек с банками с огурцами, которые очень эффективно сбивали дроны там в 22 году. И тогда поляки смогут выдохнуть и сэкономить очень много денег. Ведь пенсия бабушки 2 300 гривен, вот, и этого будет достаточно. А если серьезно, то сейчас мы будем наблюдать, как, например, такие страны, как Польша, а Польша все-таки является украино-скептической страной, ну, здесь и сейчас, мы не берем там 22 год, Польша выступает против евроинтеграции Украины, Польша выступает против там снятия пошлин с украинских товаров, Польша выступает против вообще там вписывания НАТО за Украину. То есть они сейчас могут и полякам присоединяться и
Словакии, да, которые выразили такое мнение, я прочитал, ну, с одной стороны, звучало смешно, а с другой стороны, ну, как бы надо слова подбирать. Мы, говорит, надеемся, что эти дроны предназначались Украине, то есть надеяться, да, ну, звучит так себе. Ну, если там говорит о каком-то там западном партнерстве и союзничестве, вот. Но в это как бы истинное лицо, мы плевать хотели на вас, кто вы там такие, там, украинцы, мы надеемся, что это все для вас, что нас это не коснется. Вот истинное лицо Европы. А ну, если мы возьмем еще отношения, которые, опять-таки, благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому и его великому дипломатическому умению выстроилась с Венгрией, да, с этими ударами по дружбе, вот, со Словакией, с Польшей, то эти страны, более того, с четким одобрением Дональда Трампа могут эту ситуацию использовать для того, чтобы переключить внимание на вооружение Восточной Европы, не включая Украину. А Восточной Европы в составе именно Европейского Союза. Туда и прибалтов можно взять, туда можно взять и словаков, и поляков, и венгров, и вот начать помогать этим государствам. Но захочет ли этим заниматься условная Франция, Британия, Германия, да, те же Урсулы фон дер Ляйен, которые зависимы сейчас от военно-промышленного комплекса, который нечувано нагрузили заказами. И туда необходимо выделять деньги. А для этого, ну, все-таки война им нужна. Нужна какая-то четкая, прямая аргументация. Но если правильно выстроить политику, да, и в том числе медийную кампанию вокруг там поляков, то доверчивым европейцам можно будет объяснить, что Украина пусть там канает, да, они так считают, ну вот это уже дело Украины, а нам нужно свои рубежи защищать. И вот Украина рано или поздно все. Вот. А они так и говорят, они не скрывают этого, что если прекратится полностью помощь, то даже в Киеве не скрывают. Это ж не я придумал, это Зеленский говорил тогда, еще там год назад, если помощи не будет, то все, мы ж не сможем тогда держать рубежи, и война начнется в Европе. Его слова прямые. То есть это значит, что Зеленский признает, что без помощи Запада, ну, война как бы дойдет, условно говоря, до Европы. Хоть она туда не планирует доходить. Нету стратегических там целей и задач в этой войне таких. Но подать эту ситуацию можно так. И тогда нужно укреплять рубежи Восточной Европы именно в Европейском Союзе. И в этом смысле могут использовать. Если так пойдет и дальше, то тогда Зеленскому придется собирать чемоданы, когда он только услышит этот wind of change, вот, и бежать куда-то далеко. Александр Шмыгаль, которого вы не могли вспомнить, сделал заявление, что договорились они с британским коллегой по как бы Стармер Зеленский, то, о чем говорили. В общем, дроны украинские будет изготавливать Британия, дроны-перехватчики. О них сначала все говорили, потом заглохли. Ну, видимо, там коммерческий контракт подписали и заглохли. И сейчас вот они опять первую 1000 дронов изготовят и привезут в Украину. То, что британцы изготовят дроны и привезут их в Украину, вряд ли предполагает, что их можно назвать украинскими. Но Шмыгаль как бы отчитывается, что это вот украинские дроны-перехватчики. На днях Стерненко говорит о том, что 60% дронов, на которые выделили деньги, которые закупили, они не летают. То есть они ничем не помогут, деньги впустую. В принципе, хорошая схема для того, чтобы освоить это дело еще и за рубежом. Ну вот условно, изготовили они там какую-то партию дронов, пока готовили, пока везли, пока поставили, чтобы запускать, а уже время изменилось, потому что дроновая техника вообще очень быстро развивается такими скачками, очень, очень неимоверными. И по большому счету это всех устраивает. Но важно, чтобы издержки на войну, да, вот были уже непосильные. Как вы оцениваете запас прочности Украины и коалиции? Ну, то, что нам говорят, Шмыгаль вообще говорит, ой, слушайте, у нас за последний год вообще мобилизация, тенденция к увеличению, все хорошо. Вместе с этим мы видим еще большую дичь на улицах. То я помню, хоть там несколько дней после решения там бодикамеры, хоть о них говорили. Их там мало кто видел, там редко, но хоть говорили. Сейчас бодикамер нет. Более того, там нардепы отдельно говорят, слушайте, ну так в такое время тяжелое живем. И такая работа ответственная у ТЦКшника. Давай зарплату поднимем им, а? Ну, они ж
Вот они, на переднем крае борьбы. Если бы не было ТЦК, не было бы Украины. Ну, потому что кто пошел бы на фронт? Никто. А вот благодаря ТЦК пошли бы, понимаете? То есть у нас все перекручивается, все ставится вот с ног на голову. Но, тем не менее, в вопросе, куда идет война, мы натыкаемся как раз-таки на этот запас прочности. А какой он? Насчет ТЦК хочу сказать, что если так дальше дело пойдет, то люди вскоре... Помните, может, смотрели такой фильм Тарантино был «Бесславные ублюдки», как он заканчивалась сцена, как поймали одного там главного персонажа, вот, забыл имя актера, но такой очень хороший, толковый актер играл там офицера вермахта. Его поймали и спросили, говорит, а когда война закончится, что ты с формой будешь делать? Говорит, а сожгу его и ее к чертовой матери. Он говорит, ну понятно. И они взяли ему на лбу гравировку сделали, говорит, это ты точно снять и сжечь не сможешь. Вот мне кажется, что если так дальше дело пойдет, то украинцы, да, начнут такие гравировки делать для ТЦКшников, потому что понятно, что социологические опросы не проводятся, но если их провести, то люди, я уверен, в большинстве своем скажут, что это главные враги украинского народа. Главные, потому что то, как они себя ведут по отношению к людям, ну, я не знаю, кто так может себе позволить. То есть, это действительно, ну, просто вопиющие кадры там на улице, эти избиения, когда там беременные женщины вступают. Даже не хочу, все это все видели, просто плохо становится, когда себе это представляю. Но вот это отношение, как люди относятся к этой касте, этой группе людей, вот, которые боронят рубежи. Да. И то, что Шмыгалю это нравится. Вообще Шмыгалю удивительный человек. Мне кажется, ему нравится все, что ему скажут. Да. Не буду приводить аналогии, сразу первое в голову, что приходит. Вот. Но если ему скажут, что что-то вкусное, да, то он его будет есть и улыбаться. Вот, потому что это приказали сверху, и так надо. Очень удобный человек. Он был с самого начала удобным, его переводят на любую должность, он везде выполняет ту функцию, которая от него требуется. Это что касается Шмыгаля. Что касается запаса прочности Украины, его нет. Запаса прочности Украины нет. Запас прочности уже делится на несколько факторов, да, ну, как минимум. То есть, это человеческий фактор, ну, если мы берем там войну, да. Второй – это фактор экономики. Третий – это военный фактор. Мы видим, что сейчас экономика, ну, объективно, да, это уже публикации там, и заявления украинских чиновников там, и депутатов, что 100% там, ВВП – это кредитные деньги, то есть, что Украина фактически не производит и не зарабатывает столько, сколько нужно для обеспечения жизнедеятельности, а уже там молчат о ведении боевых действий, о ведении войны. То есть, как бы Украина полностью зависима от западных вливаний. То есть, сама не зарабатывает. Это первый момент. Второй момент, что касается вооружений. Да, ну, это уже заявление Зеленского и его окружения, что Украина зависима от поставок западного вооружения. То есть, своего нет, своего не хватает. Что касается мобилизационного ресурса, как они любят говорить, да, ну, по-нормальному, людей. Вот просто мужиков, людей, пацанов. Ну, мы видим, какое количество СЗЧ, больше 140 тысяч. Это же, ну, это огромное количество. И мне пытались там как-то смягчать эту, возвращайтесь, ребят. Все хорошо, поняли, что никто возвращаться не планирует. Решили пряник откинуть, начинать кнутом. То есть, давайте возвращать уголовную ответственность. Тоже видим. Видим потери на фронте. Видим, что из 10 мобилизованных 9 туда попали чисто через бусик. Они по собственному желанию пришли записываться в добровольцы. То есть и здесь уже прочность на нуле практически. И если прекратить поставки вооружений и поставки денег, которые сейчас пока еще с Европы там кое-как выделяются, вот, то тогда останутся считанные месяцы, да, для того, чтобы полностью начал рушиться фронт. Вот, а за фронтом уже, собственно говоря, вся система начнет рушиться. Понимают ли это, например, там, сидя на Банковой? Ну, конечно, понимают. Но все объективно видят свои возможности. Одно дело, что они рассказывают там, украинскому народу с марафона, а другое дело, как они сами видят эту ситуацию. Опять-таки, чтобы мне там в комментариях не писали, что я преувеличиваю их интеллектуальные способности, поверьте, есть там люди, которые знают свое дело, просто у них с моралью очень туго и плохо.
То есть у них отсутствует такое качество, как моральность, там, да, патриотизм и прочее. А что касательно там рисков самосохранения и своей выгоды, они понимают. Вот, есть эти люди. И они объективно видят ситуацию и понимают, что пока Запад поддерживает, то есть эта война может продолжаться. Как только шатнется эта возможность, а она уже близко, то все начнет сыпаться. А дальше сценарии, да, Зеленский говорил, что корейский сценарий не подходит. Ну, там может быть и афганский сценарий. Там вот прям разные сценарии видятся, потому что, ну, бежать будут многие. И бежать будут они еще гораздо ранее, да, чем начнутся какие-то серьезные уже проблемы. Потому что вопрос даже не только в боевых действиях и фронте, вопрос во внутренней обстановке. Вопрос в том, что то количество людей, которых мобилизовали, которые вернутся, которые просто могут плюнуть, да, и развернуться. Это что же бывало в истории, например. Мы видели, например, в 17-й год, как начиналась революция. Мы видели, что было там за гражданская война. Так тогда было тяжелее людям увидеть настоящую там информацию, да, там провести какую-то пропаганду. Сейчас гораздо легче это все делается. Сейчас есть интернет, сейчас люди имеют доступ к информации, как бы там хотелось, не хотелось. Зеленскому там Телеграм это плохо, как Порошенко говорит, да, другие соцсети, но люди в большинстве своем потребляют информацию из интернета. Могут, конечно, запретить интернет, ну да, могут попробовать, вот, но я думаю, что они сами боятся это делать. Поэтому риски очень большие для власти Зеленского в первую очередь, а для Украины риски большие, если Европа будет дальше поддерживать этот конфликт в таком тлеющем характере, это будет полностью вымывать людей из Украины, да, уменьшать их количество. И дальше мы уже говорим о генофонде, о продолжении рода, о вообще каком-то ближайшем будущем, о демографии именно украинского народа. В этом есть большой риск. Ну, вы знаете, кажется, на это всем плевать. Они вот объявили радостно, ну, это команда Федорова, вице-премьера, бывшего министра цифры, ну, в общем, понятно, что до конца года они введут в Дию сервис разводов. Разводов. То есть На день до 35 ну, до 31 декабря, да, в 25 году вот, в принципе, это вот будет. То есть онлайн можно взять и расторгнуть брак. Представляете, как классно. А люди плюс-минус ориентирующиеся в обществоведении, давайте я так выражусь, они говорят, это просто будет катастрофа. Потому что, ну, во-первых, все травмированы. У всех ПТСР в Украине. У всех, даже кто не в Украине, тоже ПТСР. То есть все те, кто вот связан с вот этим всем, имеют родных, имеют вот эти новости ежедневные, вот это все обстрелы, этот ужас, даже не воюя. А если еще и воюя, короче, можно просто поругаться и взять и развестись. Ну а чего? Взял, развелся, на следующий день взял в той же Дии, поженился. То есть это идет просто уничтожение вообще вот это института семьи, вообще вот понимание, что такое семья. То есть мы пришли просто, и нам это выдают за какой-то прорыв инновационный, что просто там вот мальчик-девочка там познакомились, о, давай в Дие поженимся, давай поженимся. То есть это так просто, взял, поженился, взял, там, перестал жениться, взял, развелся. То есть это ведь государственная политика. Вот мы отвыкли уже от этого понимания, то есть формулировки этой, отвыкли, потому что сейчас все война, 5-6 менеджеров, все там фронт, Путин с маленькой буквы, война вписана как война за независимость в документацию, но мы забыли формулировку государственная политика. Ее делает элита, власть, то есть они формируют ее. И вот государственная политика по отношению к семье, к человеку, к там, ячейке общества получается вот такая, легкая, цифровая. 18-22, опять-таки, все опять такие, знаете, засунули головы в песок, торчат одни мягкие ткани. Но люди говорят, что 18-22, как бы люди уезжают. То есть тут уезжают, потом легко уехать, легко развестись. Так а кто останется здесь? И, простите, вы там несколько раз повторили, я не люблю конспирологию, не люблю конспирологию. Ну так, подождите, тут волей-неволей
приходишь к вот этому, не знаю, там, сказанию про Новый Иерусалим, про все вот эти вещи. Ну а что тут сейчас Биби вон там, его ругают в Катаре. Сейчас, говорит, хаос наводит, хаос наводит. Ну так а чего? Сейчас вот эти арабы разрозненные опять соберутся в одну кучу, как навалятся. А куда ехать? Ну вот, пожалуйста, здесь уже и развестись можно онлайн, и все онлайн, все быстро, все. То есть заезжай и живи. Пусто. Войну только надо закончить. Что вы думаете о государственной политике Зеленского? Вопрос, конечно. Я привык, что нельзя в Ютубе нецензурно выражаться, да, я сказал, что я думаю о его государственной политике, да, точнее о антигосударственной политике Зеленского. Вопрос семьи, вообще, что такое, да, государство, да, это это семья народов, да, что такое народ? Это объединение из семей, да, ну и в общем, ну как раньше там формировалось, да, общинный лад, потом как бы обрастали количеством людей и формировали потом какую-то национальность, народность, и это все трансформировалось в государственность. По факту семья является основой государства и основой народа. Об этом раньше почему-то помнили, а сейчас, когда они же пришли к власти, они сказали, что они либертарианцы, то есть это значит неолиберальная повестка. А вообще что такое, да, там либерализм, там свобода говорят, да, только вот в английском языке есть четкие определения. Есть liberty, да, есть freedom, свобода, да, есть свобода от, а есть свобода для. Так вот, liberty – это свобода от. Либерализм – это идеология, свобода от там, коллективных явлений, а семья – это коллективное явление, да, от каких-то проявлений там, национальных. Тоже это освобождение от религиозных. То есть все, что является, все, что коллективизирует человека, вот, а не атомизирует его, не разделяет на атомы, да, там, не делает из него индивидуума, который может делать как хочет, да, и разобщает, в общем, его и как внутри семьи, так и внутри нации, так и внутри народностей. Это все очень хорошо играет на руку этой неолиберальной повестки идеологии. Поэтому и вкрапляются понемногу все эти однополые отношения, да, дальше парады, которые не свойственны, например, украинскому обществу, но их постепенно вшивают, голосуют на уровне парламента, принимают эти резолюции. Более того, там голосуют такие люди, что я иногда удивлялся за это, да, там часть бывшей УПЗЖ проголосовала. Ну, как минимум странно было, многих этих людей знаю, вот, не ожидал. Но суть не в этом. Это было там уже года два назад. Суть не в этом. Суть в том, что идет действительно обработка, разобщение. А почему это все идет? Нет, никакого нового Иерусалима точно не будет. Я себе не представляю, чтобы евреи оставили то место, которое они считают святым для себя, да, и приехали в Украину, которая населена людьми, и больше из них сейчас, ну не больше, а ну немалая часть исповедует там такую радикальную идеологию. Ну как минимум там национализм и прочее, ну это крайне негативно будет сказываться на взаимодействии. Да и переезжать в страну, которая полностью с разрушенной инфраструктурой и экономикой, ну не знаю, такой, мягко говоря, не сильно стратегический подход, да, а за этим народом не замечены подобные проколы. Вот. То, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, действительно, это большой конфликт, большая война. Вот. И она втихую, как бы там ни критиковали, поддерживается и Штатами, поддерживается и некоторыми западными странами. Поэтому будем наблюдать, как она там дальше пойдет. Но, возвращаясь к украинскому вопросу, тут впору другую гипотезу выдвинуть. Не про второй Иерусалим, а про великую аграрную державу, которую это уже не конспирология, а это озвученная стратегия, да, и направление еще в 2014 году, когда чиновники Европейского Союза сказали, что будет великая аграрная держава. А для великой аграрной державы на момент 2014 года, еще без шестого технологического уклада, без роботизации, автоматизации производства в таких темпах, как мы видим в 2025 году, необходимо было, по подсчетам экономистам, всего лишь 11 миллионов человек на момент 2014 года, чтобы обеспечивать аграрную инфраструктуру, а не индустриальную. А с учетом того, что автоматизация и роботизация, как, к примеру, корпорация Monsanto работает, там минимальное задействование человеческого ресурса, минимальное.
Ну вот и смотрите, кому должна принадлежать земля, по их мнению, рынок зачем его воплощали. Это уже не конспирология, это факты. А факты упрямая вещь, с ними тяжело не согласиться. Вот. Дальше, деиндустриализация проводилась. Вот приезжайте в Европу, получите пособие, там идите где-то работайте. Половину на войну отправить. Ну вот получается ситуация, при которой сокращается, колоссально сокращается народонаселение Украины. Сейчас сколько? Около 20 миллионов, говорят, И потому что... плюс, и плюс еще цена. Цена украинца. Да, в Европе это вообще это дешевая рабочая сила, но это дешевая квалифицированная рабочая сила, потому что, ну, я ко всем народностям хорошо отношусь, ну, взять, например, беженцев там из, не знаю, африканских стран, да, там или из Ближнего Востока, которые сбежали в Европу, но в большинстве своем они не имеют там высшего образования, как имеют украинцы, да, они не имеют квалификации, даже взять вот, например, там украинец или, ну, если брать мужчину, да, вот, например, электрик. Хорошая специальность, хорошая, правильно. Вот он едет, работает там, не знаю, в какой-то стране Европы. Вот. Стоит он гораздо дешевле, чем тот же поляк, который уезжает и работает, например, в Британии, либо во Франции, либо в Штатах. Вот. Поэтому Европа в этом смысле и Польша, и Навроцкий об этом сказали откровенно. Если вы думаете, что мы потратили на украинцев последние деньги, то вы заблуждаетесь. Мы заработали гораздо больше на рабочей силе, которая приехала. А туда же и украинские женщины, которые уезжают, которые тоже работают в Европе, да. А сюда, кстати, добавьте и вот это вот разводные процессы, когда мужик в Киеве находится, а женщина в Европе. И так 3 года они пожили, а там накопилось, может быть, и так было много противоречий, а накопилось еще больше. И вот тебе кнопочкой, нажатием пальца идешь и расторгаешь брак. Вот. Хорошо это для государства, но для того, которое видит будущее для собственного народа, это крайне негативно, это очень плохо. Всегда страны, которые стратегически подходили, они боролись с статистикой разводов. Наоборот, государства всячески пытались укреплять семью, вот, и делать ставку на то, чтобы вот, не разводились, там, да, были дольше, как-то решали эти вопросы мирным путем, без суда, вот, и продлевали срок действия семьи. Для этого механизмы были продуманы. Почему так делать? Потому что семья – это повышение демографии, то есть это повышение рождаемости. Это очень важно, если ты планируешь будущее государства. А если ты планируешь будущее территорий, а не пространство с культурой, с народом, то тебе люди эти не нужны. Тебе без разницы. Ты привезешь своих специалистов, и они будут обслуживать эти трактора, да, либо там роботов, которые будут вспахивать землю. Это ж я сейчас ну, не придумываю про терминаторов. Действительно, роботизированная техника это все делает. Пусть люди зайдут, погуглят корпорацию Монсанто, посмотрят, какие технологии они используют. Вот и все. Но что это будет для Украины? Это крест на государственности, это крест на будущем. Вот к чему сейчас идет. И заметьте, это предлагают те, которые громче всего кричат о патриотизме. И те, которые громче всего их поддерживают из-за рубежа. Коалиция обожающих. Вот в этом вся и проблема. Когда мы говорим о цене украинцев, они даже мертвые подешевели. Ну, точнее, тоже точно подешевеют. Потому что инфляция 100% съест самоотверженный подвиг и то, что они положили на алтарь вот этой войны, свою самое дорогое жизнь. 15 миллионов теперь будут выплачивать 80 месяцев. Сначала дадут 3, а потом оставшиеся 12 будут платить, ну, 6,5 лет. То есть 6,5 лет. Был такой, ну, это как бы кто 90-е помнит, да, ну, это хохма, конечно, да. Я помню, вот эти купоны еще были, как гривну выводили, да. Ну, ты за вот эти 12,5 миллионов, ну, а что ты можешь купить, да? То есть буханку хлеба. То есть мы понимаем, что потом ежемесячные выплаты ежемесячные, все равно как сумма как бы такая в месяц нормальная, и это, мол, продают нам и подают как стабильность определенную. Стабильность. И на фоне того, все же прекрасно понимают, что денег нет. Это, конечно, плевок в лицо солдатам, которые
ну, давайте будем откровенны. Я тоже знаю эти случаи, они вот действительно говорят, ничего страшного, если, допустим, пускай там меня убьет, да, я воюю, меня убьет, но хоть моя там семья, там, ребенку образование дам таким образом, там, в общем, как-то вот они, у них будет шанс. И они тогда вот, действительно, они воюют, даже они не боятся, все боятся смерти, но это хоть какой-то есть внутренний диалог с самим собой, у многих бойцов, у многих, кто пошел и воюет. Или кого насильно загребли, и они, собственно, воюют. Однако, на фоне этого безденежья, а это прямо свидетельствует о том, что денег нет, какие-то удивительные истории рассказывают нам. Был, помните, если помните, такой блогер, ну, он и есть, в принципе, Александр Волошин. Тачки, вот это все, ну, такой тикток-блогер, инста-блогер, то есть инфлюенсер, назовем его так, тачки, криптовалюта, там вот это все, то есть там модный, там, в общем. И он там, все помнят, как он снял майку и давай передавать воду, когда в Ахмадет прилетело. И вот он дал недавно интервью, он сбежал из Украины, говорит, ему приходили и говорили, 5 миллионов гривен собери, ну, ты же волонтер, у тебя аудитория, ты же там как бы, да, вот сторис напишешь или там погоняешь эту тему. 5 миллионов. И мы решим твои проблемы. То есть государственные структуры, органы, спецслужбы создают ему проблему, а потом приходят, говорят, давай сборчик 5 миллионов, и мы ее проблему решаем. И это он обо всем рассказывает. На фоне вот этих войны между НАБУ и СБУ, которая сейчас происходит. И он конкретно говорит, СБУ, вот, в СБУ приходят тут подразделения, надо задонатить. А 15 миллионов 80 месяцев платят. Вот мы, собственно, поговорили в начале, да, о том, что все привыкли к войне, там вот дроны в Польше, Европа сразу деньги, там начали считать деньги на Польшу. Так а давайте вот здесь посчитаем деньги. Гривны давайте посчитаем. Какие ходят, да, в структурах, а какие не дают даже погибшему солдату. А потом все удивляются, откуда СЗЧ и почему никто воевать не хочет, и что ж так Украина, да, вот, не справляется. Что думаете по этому поводу? Вспоминаю фильм «Брат-2», когда Данила, да, спрашивал, говорит, что значит «хаваю»? Он говорит, ну, как дела? Говорит, а что, всем интересно, как у меня дела? Говорит, да нет, говорит, а что не спрашивают? Говорит, это все просто так. Говорит, здесь все просто так, кроме денег. Вот этот подход необходимо обычному украинцу, да, который живет в этом аду, просто уяснить, что всем плевать на все, кроме денег. Особенно власти, которые ориентируются на западные ценности. Особенно западным чиновникам и бизнесменам, которые пытаются показать уровень своего меценатства и поддержки украинского народа. Они просто в тупую, простите, зарабатывают очень большие деньги. И этот пример с этим блогером, да, это яркий пример того, как работают определенные структуры. И они так всегда работали. Они всегда так работали. А сейчас, когда они являются, ну, чуть ли не самой большой силой именно внутри страны, потому что, ну, спецслужбы всегда живут по своим неписанным законам. То есть у них другие сводки законов, у них по-другому разрешения работают на то, что обычному человеку нельзя. То есть в основном-то применение там, права на насилие, да, у них это право есть. А во время войны, особенно если там контрразведывательные структуры, то они становятся очень жесткими. Вот, и, ну, а когда туда люди идут, не того, что они вот пошли, потому что с детства, вот, понимаешь, там, папка генерал, дед, я говорю, генерал этот, офицер, дед, ну, папка генерал, это уже другая история. Дед офицер был боевой, отец, вот и я пошел, и я служить родине, отечеству, вот такой прям. Только по правде, да, без серебря, ну нет таких. Ну просто объективно посмотреть, как многие там офицеры ездят на каких машинах, ну сразу понятно становится, что не на зарплату государственную эти люди живут. А плюс взять определенные структуры, которые кошмарят, ну это как 90-е, например, да, создай проблему, реши. В 90-х этими менты занимались, и братва занималась. Так а что поменялось? В принципе, все то же самое осталось. Есть предлог, есть возможность. Хочешь, чтобы у тебя не было проблем,
отлистай. Как ты это сделаешь? Задонатишь, соберешь деньги, либо ты со своего кармана достанешь и отдашь. Это вообще мало кого интересует. Там много случаев было у людей, не буду называть фамилии, у которых были обыски, находили там крупные суммы. Только оказывается, что та сумма крупная, которую они оглашали, это половинчатая сумма была, от которой они нашли. Потому что половина потерялась на нужды тех, которые искали. Потому что сейчас как бы им нужнее. Поделитесь. Александр Иванович Курейко. Да? То есть надо расчехлиться. Вот они и пытаются с этих людей взять. Насчет солдат, вы говорите, ну, этих сколько там, 80 месяцев. Это отношение власти к своим людям. Даже не к солдатам. К этим женам и детям, которые остались без кормильца. Эти ж бабки, это не награда. Эти деньги даются, должны даваться государством для семей, потому что семья потеряла кормильца. Потеряла не потому, что он где-то выпил, упал в канаву и уснул, там замерз, да, а потому что государство его отправило на фронт. И государство должно было гарантировать, что эта семья не окажется голой, босой и без хлеба. А государство плевать хотело. Во-первых, эти 80 месяцев, так это что, пойди докажи об этом человеке, да, что он погиб. А сколько их списали в пропавшие без вести и сказали: подождите, 3 года после войны, потом судебным решением, надо доказать, что он действительно пропал без вести, а не уехал и где-то живет, там кайфует, да. Это ж такие расклады, они себе рисуют. А потом, если ты в суде докажешь, что этот человек реально погибший, то тогда 80 месяцев мы тебе будем что-то выплачивать. Вот вы говорите инфляция. Да, инфляция это один из рисков. А вы же понимаете, что тут как в повести о Хадже Насреддине. Тут за эти 80 месяцев либо Ишак, либо падишах, либо сам Хаджа представится Аллаху. Тут ситуация такая, что их уже не будет. Они наобещают, а дальше все. Это какие 80 месяцев? Это ж после окончания войны. Да? Война закончится, таких вообще не будет. То есть, если война закончится, эта власть, она не сможет существовать. Она сможет сидеть, да? Она сможет где-то быть за границей, на своих виллах, куда они деньги повозили. Но не внутри Украины. Они гарантировать не могут. То есть, они не отвечают за свои слова. Вот они не отвечают, ничем не подкреплены их слова. Они могут сейчас обещать что угодно. А дальше это будет потом. А потом, как в известном, да, у Александра Галича, и будешь ты волков на земле плодить и учить вилять их хвостом. А то, что потом придется платить, так это ж пойми потом. Так вот, потом, это ж не с нами, это кто-то там будет выплачивать или не будет выплачивать. Кого-то вообще интересует. Ты, главное, здесь и сейчас иди на фронт. А там мы разберемся. Если тебя лишат жизни, то пройдет время, мы разберемся. Вот такой подход. И этот подход каждый українець должен себе понять. Что нету там ни батька нації, да, там, ни державності, ни соціальної держави, яку обіцяють. Этого всего нет. Есть только бизнес. И люди, которые имеют полномочия и власть, они этим бизнесом занимаются в больших масштабах за счет обычного украинца, который ни войны не хотел, ни погибать не хотел, а хотел просто растить своих детей, водить их в школу, в садик, дать им образование и сидеть біля хатинки, да, колу хаты, и смотреть на внука. Вот чего хотел украинец. Но этого не хотели властимущие, поэтому так. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Подпишитесь, друзья, на Александра, ссылки в описании, как всегда. Ставьте лайк этому видео, пишите, что думаете в комментариях. Благодарю за время и мысли. Спасибо. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.